Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем с вами рассчитывать число нашего жизненного пути. Оно является наиболее важным числом в нашей нумерологической карте, которая основана на дате нашего рождения. Итак, как же его можно высчитать? Запишем дату, например, 6 августа 2021 года. Что мы здесь делаем? Нам нужно сложить все числа нашего дня рождения. То есть мы складываем шестерку, мы складываем восьмерку, мы складываем двойку, мы складываем 0, еще раз двойку и единицу. То есть это выглядит примерно вот так. Шестерку прибавляем восьмерки, прибавляем двойку, прибавляем 0, опять прибавляем двойку и прибавляем единицу. В сумме у нас получается 19. Мы также редуцируем это число, то есть нам нужно привести его к однозначному. Итак, получаем 1 плюс 9 это 10. Снова у нас получается двузначное число, и мы его редуцируем до однозначного. То есть 1 прибавляем 0, мы получаем единицу. В данном случае число жизненного пути единица. Давайте примерно, скажем так, его опишем. Что это означает? В данном случае, как правило, человек с единицей, он прирожденный лидер. То есть он отстаивает свою правоту, полагаясь на собственный ум. То есть таким людям нужен простор для мысли и действия. У них всегда есть сила, решительность. А такие люди исключительно творческие и оригинальные. И на них лежит так называемая печать необычности. И такие люди, как правило, подходят к проблемам уникальным способом. То есть они достаточно смелы, чтобы бродить вдали от проторенных путей. Желание быть на высоте заставляет таких людей стремиться к росту, успеху и быть самым лучшим среди своих, скажем так. Также такие люди могут не замечать собственную эгоистичность и тщеславие. И эти отрицательные черты будут давать знать о себе поведении. Нужно быть начеку и относительно таких черт, как необузданность и агрессивность. То есть, если эти качества останутся вне контроля, то человек может стать чрезмерно деспотичным, мстительным и даже невменяемым. То есть, любое дело, которое замышляет этот человек, если оно будет полагаться на свои методы и силы, в идеале оно будет просто замечательным. То есть, и в идеале нужно иметь собственное дело, которое будет связано со строительством, либо каким-то ремеслом. То есть, вы должны быть сами себе начальниками. Также высокая динамичность таких людей может привести к стрессам. То есть необходимо быть внимательным к собственному рациону. Необходимо иметь по себе комплекс хороших физических упражнений, которые будут направлены на поддержание физической формы. Что еще можно сказать? Также, чтобы оставаться самим собой, не нужно поддаваться гордости и самомнению. Нужно помнить, что таланты и возможности даны нам свыше, а также подразумевает скорее благодарность и смирение, чем гордость и зазнайство. Также такие люди могут достичь в жизни очень многого, если полностью задействуют такие свои качества, как энергичность, созидательность, оригинальность и дух первооткрывателя. Рассмотрим следующий пример. У нас будет следующий пример с цифрой 2. Запишем такую дату, как 1.05.1940 года. У нас первая дата, это у нас вторая дата. И по такому же принципу мы сложим все числа.
То есть мы складываем единицу, плюс 0, плюс 5, плюс 1, плюс 9, плюс 4, плюс 0. Сложав все числа, мы, уже редуцируя полностью до однозначного числа, получаем в сумме 2. У нас получилось число 2. Что можно сказать про такого человека? Такой человек миротворец, в первую очередь, а чрезмерно восприимчивый и чувствительный, и слегка пугливый. Такие качества являются одновременно и силой, и слабостью. Временами такие люди могут переживать очень сильные и глубокие переживания, а также переживания к окружающим их людям. Но такая чувствительность может привести и к забвению, и подавлению ваших значительных способностей. Однако такая чувствительность и восприимчивость среди ваших лучших качеств. Такие люди способны интуитивно ощущать, что люди думают или чувствуют. И это позволяет быть очень дипломатичными и тактичными. Такие люди терпеливы, склонны к глубокому анализу, склонны к сотрудничеству. Им хорошо работается в коллективе, и они способны найти гармоничное соединение многочисленных противоречий позиций. Также такие люди любят музыку, поэзию, и им нужно гармоничное окружение. Такие люди склонны к прекрасному и имеют утонченное чувство равновесия и ритма. Также такие люди могут иметь и дар целителя, и особенно он проявляется в тех областях, как, например, массаж, акупунктура, физиотерапия и что-то подобное. И тем не менее, такая чувствительность может стать причиной провала, потому что сверхчувствительное эго легко травмируется и может полностью выкладываться для кого-нибудь, не обращая внимания на замечания и критику. Такие люди легко ранимые, и поскольку эта личность очень легко ранимая, то она склонна прятать свои мысли и чувства. Это может стать причиной сильной обидчивости и гневливости. Слишком часто люди избегают конфронтации, чтобы предотвратить столкновение. Также такие люди очень чувствительные и страстные любовники. Чуткость позволяет понимать нужды и желания партнера, а также выполнять их, скажем так, почти с волшебной деликатностью. Но когда заподозривают измену либо обман, реакция может быть поистине уничтожительной. Осведомленность, дипломатическое мастерство и организаторские таланты дают возможность решать очень трудные задачи. Такие люди охотно уходят в тень для того, чтобы обеспечить успех предприятию. Такие люди нуждаются в защищенности и комфорте, спокойном окружении, спокойствии, компании любящих людей. Люди стремятся к совершенствованию во всем, что касается их дела, дома и рабочей обстановки. Имеют превосходный вкус, что бывает заметно по окружению. То есть человек компанейский и обладает хорошим чувством юмора. Как правило, друзья стараются привлечь таких людей в компанию, ценя их спокойствие, умиротворенность. Такие люди, скажем так, спасительное убежище для других впечатлительных людей, которые чувствуют ваше понимание и сострадание. Необходимо найти себе такое занятие, в котором полностью будете, так сказать, цвести своей утонченной натуре. Будете той связующей личностью, сущностью, которая удерживает людей вместе. Так, перейдем к следующему числу. Запишем следующую дату. 2.04.1968 год. Ну и также мы сложим все числа. То есть 2 плюс 0 плюс 4 плюс 1 плюс 9 плюс 6 плюс 8.
В сумме мы получаем тройку. Что можно сказать о таких людях? Как правило, такие люди обладают очень великой способностью к творчеству и самовыражению. Люди очень легко используют свой артистический дар, и они могут вести легкую жизнь, всегда оставаясь в центре внимания. И тем не менее, очень легко похоронить свои таланты, превратившись попрыгунью в стрекозу, так сказать. Творческий дар может принести и счастье, и исполнить все желания, но только при постоянном самоконтроле и дисциплине. Такие люди очень оптимистичны, обладают упорством, чтобы преодолевать неудачи. Социально активны, популярны и вдохновляют других людей своей солнечной и жизненной энергией. Великодушны, прощают любые промахи. Также многие люди с жизненным числом 3 имеют трудности в обращении с деньгами в силу своей неорганизованности и легкого отношения к своим обязанностям. Люди эмоционально уязвимы, и когда они устроены, то они скрываются за завесой молчания и в конце концов, появляясь из-за своего убежища, шутками, смехом, которые должны скрыть ваши истинные чувства. Также, когда такие люди не в духе, то они могут стать раздражительными и циничными, могут отпускать саркастичные замечания, которые могут легко ранить окружающих. Так, давайте рассмотрим следующее число. У нас будет 4. Так, запишем дату. Например, 3, 7, 1956 год. Опять мы складываем все числа. 3 плюс 0 плюс 7 плюс 1 плюс 9 плюс 5 и плюс 6. В сумме у нас получается 4. Что можно сказать про таких людей? Эти люди практичны и приземлены. Они имеют жесткие представления о том, что хорошо и что плохо. Они очень организованы и любят порядок, систематичность и любят контролировать все и вокруг. Также такие люди используют рационализм четкий, постепенный, и они подходят к решению проблем очень четко и структурированно. Справедливость и честность – это, скажем так, святые постулаты для таких людей. То есть эти люди – те, кто составляет фундамент общества. Не идеалисты и готовы работать для самосовершенствования мира на реалистичных принципах. Склонны жестко поддерживать собственных идеалах и иногда слишком скоры для суждений по поводу окружающих. Снисходительны к тем, кого любят, хорошо срабатываются с людьми. Также возможность успеха для таких людей очень в высоких областях, например, как банковское дело, статистика, менеджмент, какая-то организаторская деятельность, строительство, наука и любые виды деятельности, где также таким людям необходимо следить за тем, чтобы не стать чванливыми и грубыми. Люди обладают редкой настойчивостью и дисциплинированностью, и не все соратники способны выдерживать задаваемый такими людьми темп. Люди способны хорошо распоряжаться деньгами, и в них есть, скажем так, что-то в роли наседки, которая высиживает кладку. Любовь к работе могут принести ранние плоды, то есть еще в молодости есть шанс занять великий и высокий пост на работе. Благодаря своей методичности и скрупулезной натуре люди могут стать жесткими и нечувствительны к другим людям. Также могут быть слишком консервативны там, где необходимы перемены. Хорошо приспосабливаются к семейной жизни и часто становятся ответственными и любящими родителями. Поэтому такие удары по вашей глубинной любви к порядку, как измена либо развод, могут восприниматься как крушение Вселенной. Также
такие люди легко могут стать одержимыми или даже мстительными, по-своему трактуя представление о справедливости. То есть нужно правильно культивировать свою гибкость характера. Следующее число у нас будет 5. Запишем дату 7.09. Пусть будет 1996 год. И здесь у нас суммарно получится 41. И тоже сводим до однозначного числа. Четверку мы прибавляем к единице. 4 плюс 1. И получаем пятерку в сумме. Так, можно сказать, ключевое слово таких людей – это свобода. То есть такие люди любят путешествия, приключения, разнообразие и встречи с новыми людьми. Любознательность таких людей не имеет границ, и они продолжают исследовательскую деятельность на протяжении почти всей своей жизни. Такие люди несколькими вещами сразу до тех пор, пока, забросив их, не занимаются чем-то другим. Любят перемены, новые вещи и новые горизонты. Легко заводят друзей, способны побуждать и вдохновлять, привлекая людей из различных, скажем так, групп. Владеют словом и имеют почти сверхъестественную способность мотивировать чужие поступки. Для них хорошо подходят такие виды деятельности, как торговля, шоу-бизнес, финансы, наука, медицина, оккультизм, какая-нибудь сфера обслуживания, либо сфера, которая связана с туризмом и путешествиями. Что еще можно сказать? Очень чувствительны и любят пробовать все на свете. Секс, еда и другие блага сильно украшают вашу жизнь. С трудом завязываете близкие отношения, но если завязав, становитесь преданными, как, скажем так, верный пес. Предпочитайте отсутствие дисциплины и порядка. Можете проявлять импульсивность, также могут делать и говорить вещи, о которых потом будут жалеть. Люди, чей жизненный путь пятерка, благодаря своему стремлению к свободе и авантюре, иногда теряют контроль над событиями. В результате этого проявляются проблемы с злоупотреблением наркотиков, чрезмерное употребление алкоголя, переедание или беспорядочные половые связи. Таланты таких людей многочисленны, и обладая массой различных способностей, такие люди должны уметь сосредотачиваться и должны иметь дисциплину. Призвание таких людей – постигать истинный смысл свободы. То есть в жизни такого человека постоянно происходят перемены, требующие умения приспосабливаться к смелости. То есть нужно вырабатывать для себя программу физических упражнений и поддерживать ее. Необходимо поддерживать свое тело в физической форме. Сила и гибкость тела дают таким людям чувство спокойствия и защищенности. Вот, что еще можно сказать? Так что, если такие люди находятся на своем месте, силы, затраченные на вдохновение и убеждение других людей, как правило, окупаются. Следующее число у нас будет 6. Значит, запишем дату 5. Например, пусть будет сентябрь 1954 год. И опять же мы сложим все числа. Пятерку плюс 0 плюс 9 плюс единица плюс девятка плюс пятерка и плюс четверка. Суммарно у нас получается 33. Введя до единичного показателя, то есть тройку плюс тройку, мы получаем 6. Наше число 6. Итак, число 6
вот, как правило, характеризуются тем, что такие люди полны огромным количеством сострадания. То есть люди стремятся помогать всем, заботиться о слабых и униженных. Эти люди, скажем так, спасатели всего и вся, способны создавать уют там, где это необходимо. Часто поддерживают других людей в трудные моменты для них. А задача таких людей – развивать в себе такие качества, которые необходимы, чтобы помогать людям по-настоящему, а не быть просто сочувствующим слушателем. Необходимо определить тонкую и четкую грань между помощью и вмешательством в чужие дела. А склонность к ответственности заложена в самой вашей природе. Когда люди покидают вас, чувствуйте опустошенность и никогда не избегайте жертвовать сами собой. Иногда чувствуете обремененность чужими проблемами. Также, тем не менее, любовь к людям никогда не остается без ответа. Стремитесь поддерживать гармонию внутри семьи, либо социальной какой-то группе. Также такие люди стремятся к браку и часто становятся прекрасными отцами и матерью, которые несут тепло, защищенность и понимание своих детей. Эти люди щедры, добры и привлекательны. Такими людьми часто восхищаются и даже обожают, и даже это может сердить либо расстраивать их окружение. Заботливы по отношению к своим родителям, не позволяют сентиментальности и настроению влиять на понимание и принимание каких-либо ваших решений, особенно если это касается любовных дел. Люди стремятся к физической активности, но необходимо ограничивать жирную пищу, сладости. В противном случае можете растолстеть и облениться. Вот что еще. Люди также осенены музыкальным талантом и также талантом в сфере визуальных и исполнительных искусств. Тем не менее, артистичность таких людей может быть проявлена и как готовность к жертвам, либо необходимости осознать какие-то собственные таланты. То есть необходимо иметь такое исключительное количество способностей, которые могут повести вас к успеху, например, в собственном бизнесе. Особое обаяние и харизматичность таких людей активно проявляется в ведении собственных дел. Можете активно привлекать людей и эффективно внедрять их в свои дела. Другие профессии, например, где можно развить свой талант, будут связаны с целительством, преподаванием, менеджментом, дизайном, например. То есть любые творческие профессии. Также может быть и успех на государственной службе. Число жизненного пути 7. Запишем дату. 8.04. 1939 год. Разложим число, нашу дату, плюс 1, плюс 9, плюс 3 и плюс 9. В сумме получается у нас 34. Сведем к однозначному числу. 3 плюс 4 получаем 7. Здесь у нас число 7. Люди с числом 7 характеризуются как искатели истины, так скажем. То есть люди, которые имеют ясное и неотступное восприятие себя как духовной сущности. И в результате этого целью становится постижение неизвестного и постоянные поиски ответов на все различные таинства и оккультные какие-то вопросы. У людей есть все для выполнения таких задач, то есть обладают прекрасным умом, склонны мыслить аналитически, способны к глубокой концентрации и теоретическому инсайту. Люди наслаждаются процессом исследования и совмещения разрозненных фактов в единое целое. Также такие люди очень любят уединение, стремятся работать в одиночку, но нужно время, чтобы взрастить собственные идеи вдали от постороннего интеллектуального влияния. Такие люди – одинокий волк, личность, живущая исключительно за счет собственных идей и методов. И как результат
трудно заводить и поддерживать близкие отношения с людьми, и особенно если это касается брака. Такие люди нуждаются в собственном пространстве и, возможно, уединяются. Если эти права игнорируются, то они становятся расстроенными и раздражительными. Вот. Также, когда жизнь таких людей отлажена, да, то такие люди само обаяние и привлекательность. Такие люди могут работать в коллективе, и они любят демонстрировать собственный ум и эрудицию. Это привлекает к таким людям других людей, и особенно представителей противоположного пола. Хотя в обществе такие люди являются преимущественно широкой и великодушной натурой, они щедро делятся с людьми своей энергией и вниманием. Также время от времени они могут резко менять свой стиль поведения. То есть могут быть и раздражительны, и, например, тут же улыбаться. То есть все-таки состоятельность и стремление к уединению могут обернуться изоляцией, в одиночестве полном. То есть нужно знать чувство опустошенности, которое может к вам прийти из-за того, что все время запираетесь в 4 стенах. Если изолирование проходит очень долго и заходит слишком далеко, то могут стать циничными и подозрительными. Начнут проявляться какие-то скрытые эгоистические тенденции, а также люди будут чувствовать себя неуютно в вашем присутствии. Также следует очень внимательно следить за проявлением таких черт своего характера, как эгоизм и эгоцентризм. То есть не должны воспринимать себя как центр Вселенной и единственная личность, которая существует реально на свете. Социальная активность таких людей дает перспективу развития как личности и дорогу в жизнь как, скажем так, полноценная, гармоничная личность. В глубине души такие люди могут завидовать тем простым и открытым взаимоотношениям, которые поддерживаются между другими людьми. Другие люди могут казаться вам более раскрепощенными, либо более свободными в самовыражении. Жизненная потребность таких людей – это поддерживать собственную независимость, не впадать в чувство изоляции и самоедства. Способность к учебе, анализу и поискам ответов на жизненные вопросы – такие люди обладают просто большим потенциалом к неограниченному росту и успеху в любой сфере. Человек, чей жизненный путь 7, найдет покой и удовлетворение, занимаясь бизнесом, наукой, религией, страхованием, какими-то оккультными делами. То есть все, что пропитано духом исследователя. 7.09. 1900. Пусть будет 27. Складываем опять все числа. 7 плюс 0 плюс 9 плюс 1 плюс 9 плюс 2 и плюс 7. В сумме у нас получается 35. Сводим тройку к 5, прибавляем, и у нас в сумме получается 8. Здесь у нас получается число жизненного пути 8. Эти люди, прирожденные лидеры, способны скопить огромное количество материальных благ. Они имеют великий талант управителя во всех видах человеческой деятельности, особенно в сфере бизнеса и каких-то финансовых операций. Такие люди хорошо понимают материальный мир и интуитивно знают, как воплотить тот или иной финансовый проект. Люди мечтательны и слегка безрассудны, обладают способностью вдохновлять других людей и объединять их для выполнения каких-то ваших проектов. Также финансовый успех присущ более чем другим числам жизненного пути, как другие числа. Задача таких людей – научиться делать различия, а также понимать, что сила и влияние могут быть использованы на благо человечества. Необходимо учиться держать себя от ошибок и промахов. Люди имеют характер и стойкость победителя.
Также для таких людей вполне обычные крупные жизненные перемены. Несмотря на трудности в жизни, таким людям суждено испытывать счастье, которое пойдет с материальной обеспеченностью. Люди такие – это знаток характеров и помогают привлекать к себе хороших людей. Жизненный путь таких людей заходит и в очень важную зону, туда, где находятся силы, и это может быть опасным. Также такие люди могут быть очень важными, надменными, подавляющими других людей. То есть и это неизбежно ведет к изоляции и конфликтам. И пострадать, прежде всего, могут близкие люди, которые любят, родные, близкие, друзья. Необходимо быть внимательным к своим качествам, такие как упрямство, нетерпимость, властность и важность. Люди, чей путь восьмерка, очень сильный физически, и еще один показатель их жизненной стойкости. Девятка. Запишем дату 1.06. Пусть будет 1991 год. Складываем все числа. 1 плюс 0 плюс 6 плюс 1 плюс 9 плюс 9 плюс 1. Суммарно получается 27. 2 плюс 7 у нас получается девятка. Число у нас 9. Эти люди, можно их назвать по-настоящему филантропы, гуманисты. Человек социально ориентированный, он, скажем так, глубоко волнующий судьбой других людей, идеалистичный и обладает глубокой сострадательностью, утопист и готов посвятить всю свою жизнь воплощению собственных утопических проектов, жертвуя деньги, энергию, время ради улучшения мира и благосостояния всего-вся. Имеют широкий взгляд на жизнь, склонны образовать широкие перспективы, нежели подробно рассматривать мелкие детали. Без усилий привлекают других людей из различных социальных слоев, тех, которые подходят для воплощения грандиозных планов и способны стать вашими единомышленниками. Обладают развитыми и творческим воображением, чувством красоты и равновесия. Особенно это относится к ландшафтным и различным интерьерам. Способности такие могут привести к деятельности ландшафтного архитектора, дизайнера интерьера, фотографа и других. Но в связи с сильной внутренней установкой на социальную активность могут стать хорошими политиками, законодателями, юристами, министрами, либо преподавателями, а также могут быть и врачами. Часто такие люди испытывают разочарование по поводу жизненных реалий, собственных недостатков и недостатков окружающих. Такие люди хорошо контролируют свой энтузиазм и способны доводить до конца свои начинания. Основа индивидуальности – это потребность жертвовать. Должны научиться правильному обращению с материальными ценностями. Деньги к таким людям будут приходить различными загадочными и неожиданными способами. В результате, например, наследства, через пожертвования других людей. Такие люди романтичны, но любовь не имеет конкретного объекта, то есть они склонны сосредоточиваться на своих мечтах. А также, если не установили гармоничных отношений с самим собой, то можете впасть в уныние и уйти в себя, то есть стать нерешительными. Также могут быть робкими, чудаковатыми и неблагодарными, обвиняя во всех бедах окружающих и всех вся. Обладают даром объективного анализа. Также такие люди должны быть правдивы сами собой. Чрезмерное прямое узнавание собственных недостатков может привести к глубокому депрессивному состоянию. Также стоит обращать и какие-то легкие, скажем так, жизненные моменты. И отдельная, скажем так, графа, да, это числа, которые, например, 11 и число 22. То есть, когда мы складываем сумму всех чисел
и у нас вылетает 11, да, например, вот такая дата, 29 мая 1948 года. При сложении всех чисел, да, то есть мы сложим все числа, если плюс 1, плюс 9, плюс 4, плюс 8. В сумме у нас получается 38. И тройку мы складываем с восьмеркой, у нас получается 11. Это мы число не приводим, оно у нас остается таким, как есть. То есть такие люди имеют огромный потенциал, источник вдохновения и просветления людей. Обладают необычным запасом энергии и интуиции. В психике таких людей происходит много непонятного, невероятно, а также в молодости часто можно видеть, как подавленные, растерянные. Люди обладают гораздо большим потенциалом, чем могут себе представить. Скажем так, они наэлектризовывают любую ситуацию, вдохновляют людей без каких-либо осознанных усилий. Кажется, что энергия таких людей протекает просто безо всякого контроля. В сущности, такие люди представляют собой информационный канал между сферой архетипа и относительным миром. Идеи, мысли, понимания и инсайды общего с рациональным мышлением выглядит как мост или связь между сознанием и областями бессознательного. Также все вот эти характеристики говорят о великой способности к изобретательству. В силу высокой персональной энергетичности, жизненные ситуации таких людей могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Также такие люди могут часто испытывать чувство разочарования из-за того, что ждут что-то очень долго, и они предъявляют высокие требования к такому, скажем так, неоднозначному миру, который сейчас. На психическом уровне необходимо защищать свою нервную систему, поскольку они очень чувствительны к стрессам и могут иметь очень часто головные боли. Необходимо подбирать для себя умиротворяющее и гармоничное окружение, расслабляющую музыку и следовать добровольному рациону, то есть все, что может сохранить равновесие и мир. Число 11 является усиленным вариантом числа 2 и обладает многими характеристиками и талантами последнего. Как и двойка, такие люди являются чувствительными и страстными любовниками. Острейшая восприимчивость позволяет им чувствовать потребности и желания своего партнера, которые способны исполнить почти все желания, скажем так, с магической скоростью. Такие люди прекрасные компаньоны и обладают развитым чувством юмора. Когда вы найдете свое место в жизни и начнется поступательная реакция вашего потенциала, и сострадание и испытания периода юности будут вознаграждены 100-кратно. Следующее число, на которое я хочу обратить внимание, это 22. Запишем такую дату, например, 3.05.1940 года. Сложим все полученные цифры. 3 плюс 0 плюс 5 плюс 1 плюс 9 плюс 4 и плюс 0. У нас в сумме получается 22. Этим числом мы ничего не делаем. Оставляем так, как есть. Такие люди очень необычного свойства. То есть они проявляют свои способности воплощения в жизнь через великие идеи и перспективы путем объединения и вдохновления других людей. И эти люди мечтатели и очень хороши в политике. Способны видеть достоинство и потенциал каждого человека. Способны видеть достоинство и потенциал каждой идеи. И
число 22 обещает своему обладателю многое. Все же он должен быть готов к тому, что придется изрядно попотеть в жизни. Имеют великие амбиции, и хотя с ними трудно управляться, именно они позволяют достичь всех своих целей. Жизненный урок таких людей – научиться разделять чужие взгляды и позволять другим вносить персональный вклад в общее дело. Это требует гибкости и является самой неразвитой чертой вашего характера. Часто таким людям не хватает веры в собственные возможности и возможности других людей. Именно поэтому они имеют склонность контролировать людей и ситуации. И иногда они предпринимают попытки манипулировать людьми. Также говорит о том, что с одной стороны обладают потенциальными способностями великого архитектора, способностями воспринимать великое в сфере архетипа и трансформировать это в обусловленный мир. А с другой стороны, можете погрязнуть в глубине собственного невежества и даже можете быть не в состоянии покормить себя самого и вдохновение других людей. Только используя коллективные усилия, можно будет собрать вместе всех людей, идеи и воплотить все даже смелые свои возможности, планы и цели. Число жизненного пути является самой главной характеристикой нумерологической карты любого человека.